Всем большой привет! Сегодня на канале рецепт очень вкусного белого хлеба на закваске. Хлеб очень мягкий, пористый, с добавлением сыра, кунжута, на обед или на ужин. Идеальный рецепт. Для теста нам понадобится 3 столовые ложки зрелой закваски стартера 100% влажности. Добавляем 200 мл воды, 50 мл растительного масла, 1 яичный белок. Все хорошо перемешиваем. Добавляем 375 грамм пшеничной просеянной муки первого или высшего сорта. Добавляем 1 чайную ложку соли. Замешиваем тесто. Это тесто ночное, потому что ставится оно для брожения на ночь. Пока вы спите, тесто работает. Тесто по этому рецепту получается достаточно мягким, чтобы легче было работать с таким тестом. При необходимости смазывайте его немного маслом, смазывайте маслом руки. Дополнительно муки в это тесто лучше не добавлять, потому что тогда хлеб не получится мягким, пышным, пористым. Тесто округляем и оставляем его в миске. Миску с тестом накрываем и оставляем для брожения часов на 8-12. Растаивалось тесто у меня ровно 12 часов, и за это время увеличилось в объеме раза в 3. Вот так оно выглядит внутри, пористое, пышное. Собираем тесто в колобок, я это делаю при помощи скребка. Немного смазываем тесто растительным маслом, чтобы его легче было взять в руки. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Посыпаем кунжутом. Выкладываем тесто в форму. Равномерно распределяем его по форме. Немного отступив от края теста, при помощи пальцев рук делаем глубокие углубления в тесте по кругу. К яичному желтку добавим 1 столовую ложку воды и все хорошо перемешаем. Желтковой смесью хорошо промажем заготовку хлеба. Во-первых, это придаст мягкости готовой выпечке, а во-вторых, у хлеба будет очень красивый золотисто-коричневатый цвет. Углубления, которые мы сделали в тесте, по кругу заполним кунжутом. Плавленый сырок нарежем таким образом, чтобы у нас получилось примерно 14 кусочков треугольной формы. Выложим сырные треугольники на заготовку хлеба примерно вот так. Подумайте, как бы это сделали вы. Заготовку накрываем и даем ей постоять минут 30. За это время разогреваем духовку. Отправляем хлеб на выпечку в хорошо разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 40. Вот так выглядит хлеб после духовки. Остужаем хлеб на решетке. Хлеб по этому рецепту получается очень мягким, невероятно ароматным. Еще год назад я была твердо убеждена, что тесто на закваске нужно замешивать обязательно на опаре. И по сути безопарное тесто на закваске – это для меня приятное открытие. Это очень удобно, так как сокращает время для приготовления хлеба на закваске. Тесто выбраживается ночью, пока мы сладко спим, а утром из этого теста мы можем на завтрак выпекать себе разные вкусняшки, наполняя наш дом прекрасным ароматом свежей выпечки. Приятного аппетита, всем удачи, хорошего настроения, здоровья и до новых встреч на моем канале.